В бюджете США на 2018 год, подписанный президентом Трампом на прошлой неделе, есть неприметная статья 81.29. Выделяемые в соответствии с данным законом средства не могут использоваться для передачи вооружений, обучения или оказания другой помощи батальону «Азов», подразделению Национальной гвардии Украины, в котором на данный момент служит более 1000 человек. Конгрессмен-демократ Ро Ханна, который неоднократно выступал против предоставления Украине летального оружия, прокомментировал настоящему времени наличие статьи 81.29 следующим образом. Идеи превосходства белой расы и неонацизм неприемлемы, им нет места в нашем мире. Я удовлетворен тем, что принятый бюджет оградит США от предоставления вооружений и учебной помощи неонацистскому батальону «Азов», сражающемуся в Украине. Государственному департаменту следует оказать давление на Киев, чтобы не иметь отношения к этой группе и расследовать вопрос о том, было ли предоставлено какое-либо американское оружие или проведены учения. В самом полку обвинения отвергают. Эти обвинения в неонацизме и фашизме подогреваются нашим врагом. На самом деле мы подразделение специального назначения Национальной гвардии Украины. Хочу подчеркнуть, мы военное подразделение, и никаких политических амбиций мы не имеем. Украинские эксперты указывают, что у полка действительно есть негативный имидж. Той імідж, який вони мають, він не найкращий імідж. Тот имидж, который у них есть, не самый лучший. К сожалению, символика, которую они использовали, когда были добровольческим батальоном, не способствовала тому, чтобы их позитивно воспринимали на Западе. В законопроектах о бюджете, которые принимались последние 3 года Палатой представителей, содержался запрет на передачу американской помощи Азову. Но это положение каждый раз исключалось перед принятием бюджета в окончательном варианте. В полку «Азов» к настоящему времени заявили, что подразделение ранее не получало помощи со стороны американского правительства. Нам не дають можливості тренуватися разом з Нам не дают возможности тренироваться вместе с подразделениями США или их инструкторами. Нам ничего не предоставляют. Нам не предоставили никакой помощи со стороны Соединенных Штатов. Наше вооружение и техника – все в пределах Украины. То, что у нас производится, какое вооружение есть у Национальной гвардии, такое мы и получаем. К сожалению, ни одного образца американского оружия у нас нет. Это противоречит информации, которая была размещена на сайте Азова. На фотографиях, которые потом были убраны с сайта, видны гранатометы американского производства PSRL-1. В самом полку отмечают, что использование его солдатами американского оружия не соответствует действительности. Навіть якщо їх насправді Даже если полк «Азов» их и использовал, это были коммерческие закупки, которые не противоречат межправительственным договоренностям. Если это полк специального назначения, то он должен быть априори лучше вооружен, чем другие подразделения, и он должен быть лучше подготовлен. Отсутствие помощи со стороны США не отобразится на боеспособности полка спецназначения. Напомним, что США оказывают помощь и обучают украинских военных, сражающихся с пророссийскими сепаратистами с 2014 года. С недавних пор эта помощь включает вооружение. Принятый бюджет предусматривает выделение более 620 миллионов долларов на оказание помощи Украине, в том числе более 420 миллионов из средств Госдепартамента, предназначенных для иностранных операций, и 200 миллионов из средств Пентагона.